Всем привет! Есть такой очень известный, а также, что немаловажно, проверенный сетевой инсайдер под ником Digital Chat. Напоминаю, он первым точно сообщил характеристики и даты выхода таких смартфонов, как Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10, а также Mi 11. Следовательно, этому человеку можно доверять на все 100%. Так вот, он опубликовал характеристики нового смартфона от компании Redmi, а именно K50 Gaming Edition. Кстати, также стоит отметить, что девайс уже замечен в базе данных TENA и других регуляторов, что говорит нам о скором выходе его на китайский, а также международный рынок. Серия Redmi K50 дебютирует в феврале в Китае, а ждать презентацию на международный рынок, к сожалению, скоро нам не стоит. Самое главное, что мы получили топовые характеристики смартфона за недорого. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! По предварительным данным, Redmi K50 Gaming Edition получит отличную 144-герцовую панель, выполненную по технологии, конечно же, OLED. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. Также сообщается, что устройство будет оснащено дисплеем с поддержкой высокой частоты обновления изображения, который будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В компании уверяют, что Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения и в 4 раза своего основного конкурента. Что касается падения, то Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты менее 2 метров. Ну, по крайней мере, звучит достаточно интересно. Но самое главное, на какую поверхность упадет, как упадет сам смартфон и так далее. Redmi K50 Gaming Edition будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получила графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображения Spectre 680. Скажу сразу, процессор на данный момент топовый из топовых вообще, которые можно представить. Но самое главное, что мы получим с охлаждением. Но тут все хорошо. Смартфон получит отличную аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Стоит остановиться на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решения. Первый фактор — технический. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким. Второй фактор — дороговизна подобного решения. Поддержка зарядки такой мощности требует применения дорогостоящих, конечно же, компонентов во всей цепочке: системная плата, аккумулятор, кабель, зарядное устройство и так далее. То есть вы должны понимать, что это очень бьет по стоимости смартфона. Третий фактор — дефицит комплектующих. Сейчас, как вы знаете, в 2022 году как не хватает вот этих всех комплектующих. На полную зарядку аккумулятора будет уходить всего-навсего 17 минут, что является просто идеальным решением. Кроме того, Redmi K50 Gaming Edition будет оснащен современной системой охлаждения с 2 испарительными камерами. Принцип работы испарительной камеры сводится к следующему. Под воздействием тепла от процессора происходит эффективное испарение хладагента, который уносит тепло в зону охлаждения, где происходит конденсация носителя и рассеивание тепла. То есть не бойтесь, процессор не нагреет
греет ваш смартфон, что является большим плюсом. Напоминаю, что сейчас поставщики специализированных компонентов готовы изготавливать испарительные камеры толщиной всего 0,4 мм, что является очень-очень хорошим решением. А в скором времени и того мы получим толщину намного меньше. Redmi K50 Gaming Edition может также похвастаться мощным вибромотором и стереодинамиками JBL, то есть звук будет просто бомбическим. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 12 и оболочкой MIUI 13 из коробки, что является просто восхитительным решением. Основные фишки оболочки — это полностью переработанный механизм системных эффектов. Система жестов целиком позаимствована из голого Android 10, доработанный нелинейный темный режим для любого софта, уникальный комплект супер обоев с реалистичными планетами, отдельное меню для быстрых переключателей и обновлений и многое другое. Ранее сообщалось, что смартфон получит основную камеру с датчиками изображения разрешением 64, 13, 8 и 2 мегапикселя. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Redmi удивляет своих покупателей, а также фанатов. Мы с каждым годом получаем все лучше и лучше серию K, а как вы знаете, данная серия всегда нам предоставляла топовые характеристики за недорого. Вы должны понимать, что сейчас конкурентов очень много, и чтобы все-таки добиться вот этих бешеных продаж, компания должна чем-то жертвовать. Да, они сделают стоимость смартфона на 10% меньше с прибыли, и все равно люди будут покупать, потому что это очень крутой топовый смартфон. Экран топовый на 144 Гц. OLED матрица. Процессор Snapdragon 8 Gen 1. Хорошая система охлаждения. Все это дает нам действительно игровой смартфон. Так он и называется. Gaming Edition. Но вы должны понимать, что вообще игровой смартфон, так называемый, это громкое слово. Потому что игровой смартфон может стать любой гаджет, который получил Snapdragon 8 Gen 1. А также Snapdragon 888, а также Exynos, топовые процессоры, я имею в виду, и так далее. Самое главное, что тут, это, конечно же, внешний вид. То есть, чем больше будет вызывающий внешний вид у смартфона, чем больше он будет считаться игровым. Ну что же, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.